Один из самых популярных вопросов. Как правильно объяснить парикмахеру, какую стрижку я хочу? Спереди, сбоку и сзади. И растущие от корня головы под углом не менее 45 градусов. Что здесь такого изображено, на что нужно обратить внимание вам и мастеру? Бывают случаи, когда уши большие. Но бывает еще такой момент строения костной структуры головы. Что это значит? Ну, например, человек хочет пышную макушку, а при этом у самого макушка западает, то есть она приплюснута. Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я продолжаю начатый мной марафон «Правда матка». Здесь вся правда о красоте. Промывание мозгов и очистка пространства от фальши. Один из самых популярных вопросов. Как правильно объяснить парикмахеру, какую стрижку я хочу? Это вообще рулетка. На этот вопрос можно дать такой ответ. Вот если парикмахер, например, учился по моей технике стрижек Big Step, там есть определенная база, и даже если стрижка, которую вы принесли своему мастеру, немножечко отличается какими-то деталями. В любом случае, человек, который учился по моей технике, он однозначно распознает, что это за стрижка, и он поймет, как ее повторить. На этот счет, конечно, я знаю, что очень многие люди хотят попасть ко мне лично. Мы работаем над тем, чтобы как можно больше людей смогло воспользоваться услугами мастеров, которые прошли обучение по техникам стрижек Евы Лорман, техника стрижек Big Step, где вы получите предсказуемые результаты после стрижки. И мега новость. Скоро выйдет первая книга стрижки Евы Лорман. Это база, которая поможет разобраться вам в хаосе стрижек. Следите за выпусками. Это вам такой анонс. Все это буду рассказывать в своих соцсетях, на каналах. Ну вот отвечаю, как правильно объяснить парикмахеру, который, например, не учился по технике стрижек Big Step. Необходимо принести одну стрижку с разных ракурсов. Спереди, сбоку и сзади. Чтобы у мастера было четкое представление по форме, которую вы хотите получить. Потому что бывает такое, что спереди мы получаем то, что на фотографии, а сбоку и сзади клиент хотел одно, а мастер смог сделать другое. Это нормальное явление, потому что надо вообще понимать, что такое парикмахерское искусство, вообще стрижки. С одной стороны, для многих это творческая работа. Например, для меня это точная работа, где задача моя полностью повторить то, что хочет клиент, или то, что ему максимально подойдет. А есть люди, которые далеки от этих знаний, и большинство мастеров не может этого сделать. Соответственно, вы должны взять эту ответственность на себя и принести несколько вариаций этой стрижки с разных ракурсов. Да, мастер понял, как сделать эту стрижку. И первый вопрос, который должен задать мастер своему клиенту: как будем носить? Когда мы видим вот такую прекрасную стрижку с замечательной высокой макушкой, нужно понимать, что если клиент приходит с таким запросом, надо у него спрашивать: вы собираетесь эту стрижку укладывать или нет? Если клиент говорит: нет, я не собираюсь, я хочу так, чтобы она у меня сама собой укладывалась. Сама собой она так может укладываться, если у клиента жесткие, густые волосы и растущие от корня головы под углом не менее 45 градусов, хотя бы на макушке. Тогда вау-эффект ей обеспечен. А если волосы нормальные, тонкие или редкие, то такая стрижка однозначно будет требовать укладки. И без укладки это будет совершенно другой результат. Нужно быть готовым к тому, что любая стрижка, например, даже которая на мне, которую я показывала, как делать, есть это видео на канале, оно там набрало огромное количество уже просмотров. Она полезна будет как и для себя, так и для мастеров, потому что здесь сочетание удлиненного каре с челкой-шторкой. Вот она, челка-шторка у меня, которую я ношу чаще всего вот таким образом. Это мне больше подходит. А также как сделать такое окрашивание себе в домашних условиях. Это называется салонный блонд. Либо, если вам нужен русый цвет, максимально стараться сохранить здоровье волос и получить красивый цвет волос. Ссылки на них в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Вы будете знать маршрут, как это делать, от чего начинать и чем заканчивать. Так вот, любые стрижки, которые вы видите в интернете, они однозначно с укладками. Без укладок
они выглядят совершенно по-другому. Например, человек приходит, я хочу вот эту стрижку, мастер: о, я умею ее делать, так классно, я знаю, как она стрижется, супер, я сейчас ее подстригу. И вот он подстригает ее. Но если не обсуждать вот эти индивидуальные особенности с своим клиентом по поводу даже качества волос или типа волос, именно эта стрижка автоматически без укладки не нарисуется на голове, ее нужно будет укладывать, то клиент по окончании стрижки может быть неожиданно разочарован. Хотя вы могли сделать просто идентичную абсолютно с этой стрижку, сделав укладку, и она не будет даже и на процент отличаться от референса. Но без укладки это будет совершенно другой коленкор. И виноват будет в данной ситуации мастер только лишь в том, что он не обсудил с клиентом этот вопрос. Да, я вам могу это сделать, но без укладки эта стрижка будет выглядеть вот так. Вы готовы к этому эффекту? Дальше. Очень важно сказать мастеру, какая длина для вас критичная, то есть не короче вот такой-то длины. Например, вот возьмем вот эту стрижку. Я хочу вот эту стрижку и никакую другую мне ни в коем случае не надо. Что здесь такого изображено, на что нужно обратить внимание вам и мастеру? Во-первых, длина челки. Если длина челки здесь это средняя длина, которая стрижется на уровне бровей, вот именно ключевая фраза: стрижется на уровне бровей, на мокрые волосы, либо чуть длиннее бровей, потому что если волосы высохнут, они уменьшаются в длине на сантиметр, могут даже уменьшиться, особенно если это вьющиеся волосы. Поэтому очень важно мастеру сказать, какая длина для вас максимально критичная, то есть не короче, ни в коем случае. Причем это надо делать именно с фронтальной зоны, спереди обсуждать эту всю тему, потому что обычно вы после стрижки будете рассматривать себя спереди. Ну, сзади тоже будете рассматривать, но если вам спереди не понравится, то сзади, мне кажется, уже даже никто и не смотрит, что там произошло. Поэтому, конечно же, нужно смотреть на все сначала спереди. Смотрим. Вот мне вот такая длина, не короче. А это значит, мастер должен запас длины взять на сантиметр длиннее в мокром виде, чем потом они будут в сухом виде. Следующий момент. Длина волос на виске. Какие здесь могут быть особенности? У этой стрижки ухо открыто. С одной стороны, это как бы классический вариант, но бывают случаи, когда уши большие. При наличии больших крупных ушей нужно обязательно ухо прикрывать. И желательно наполовину уха, то есть вот так, даже не меньше. Это первый момент. Второй момент, если уши торчат. То же самое. Если полностью скопировать эту стрижку, невзирая на особенности клиента, то уши это как один из факторов того, что мастер вообще далек от персонализации. Это называется персонализация. То есть вот эта стрижка, это классический вариант, где у данной модели все нормально с ушами, там, с подбородком, с высотой лба и так далее. То есть это данные, приближенные к идеальным пропорциям. Но в жизни все не так идеально, как на картинках. То есть это интернет заполнен вот этими всякими прям ну просто с идеальными формами черт лица, формой лица, людьми, на которых все стрижки кажутся ну просто нереально красивыми. Ну что за диво дивное. Знаете, когда читаю комментарии, вот там пришла, мастер вообще рукожоп, не посмотрела, какие у меня там уши, какая у меня там высота шеи, ни на что не обратила внимания, а бы как все это сделала, подстригла и вот вся расстроена, иду домой. Зачем до этого доводить? Нужно обязательно в процессе самой стрижки это обговаривать с мастером. Если вы видите, что она на это внимание не обращает, то, естественно, ваша задача первостепенная обратить ее внимание на эти ваши особенности. Не стесняться этого, потому что все, что естественно, не безобразно. Просто нужно на это обратить внимание, сказать, уши большие, мне значит что?
прям проведите мастеру такой тест на профпригодность. Если большие крупные уши, значит, что надо сделать? Ни в коем случае не открывать ухо, а его прикрыть. Каким образом это сделать? Соответствующей стрижкой или правильно сделать висок. Если есть какие-то у вас эти особенности, о которых вы точно знаете, то в вашем случае однозначно лучше об этом сказать мастеру. Знаете, бывает такое, что и мастер хороший, и все прекрасно, и руки золотые, и вроде бы внимательный, но вот, не его день. С утра не задался, и вот он в своих каких-то мыслях испортит просто вам, скажем, настроение на пару месяцев. Зачем вам это надо? Поэтому пытайтесь сами тоже и контролировать. Это не тот случай, вообще парикмахерская, салон, это не тот случай, когда надо расслабиться и просто ни о чем не думать. С одной стороны, да, это индустрия красоты, бьюти, но, как показывает практика, лучше в этих местах держать руку на пульсе. Вот, понимаете, даже я с точки зрения, вот я сама себе стригу, у меня с этим вопросов нет. Но когда я прихожу делать ногти, у меня вообще возникает масса вопросов к некоторым мастерам. Самый главный мой триггер — это чтобы мне сделали такое покрытие, чтобы ногти не гнулись. Ну и что вы думаете? Я через раз получаю такую услугу. Через раз. И я прям делала эксперименты у одного и того же мастера. Я получаю эту услугу через раз. Это вот что? А мастерам хочу сказать, что любую стрижку нужно персонализировать. Если нету таких навыков, пытайтесь их выработать, потому как в этом и есть вопрос ко всем мастерам, именно негативный фактор отсутствия понятия персонализации в зависимости от индивидуальных особенностей каждого клиента. Дальше, следующий момент. Вот мы обсудили боковую сторону, но также присутствует еще и затылочная сторона. С ней тоже могут быть прям попадосы. Почему? Потому что, например, клиент вот при желании получить вот такую стрижку, его самый главный триггер — это объем. То есть должен быть вот такой объем сзади во что бы то ни стало. Ну, мы только что обсудили тип волос, который подходит под эту стрижку, хорошо держащий укладку, волосы, их достаточное количество, да, они прям сами будут реально лежать, и не надо будет там париться никаким образом, ни клиенту, ни мастеру. Но бывает еще такой момент — строение костной структуры головы. Что это значит? Ну, например, человек хочет пышную макушку, а при этом у самого макушка западает, то есть она приплюснута. Ну, есть одна подсказочка, которая может обеспечить такой объем. Если, например, клиент говорит: я хочу, просто вот сплю и вижу эту стрижку, я мечтаю о ней уже несколько лет, сделайте мне ее, пожалуйста, а вы гарантируете, что вы знаете, как она делается, и вы ее сделаете, но косяк в том, что на макушке объем не будет держаться. Обидно, досадно, но можно это как-то обыграть. Это делается методом прикорневой химической завивки в локальной зоне. Единственное, что мастер, сможет ли он здесь и сейчас ее сделать, то есть владеет ли он вообще техникой химической завивки. Если да, то вперед. Можно совершенно спокойно, и макушка там будет достаточно хорошо стоять. Потом через месяц это все будет постепенно сходить на нет, ну а через 2 месяца прикорневой объем требует коррекции. То есть именно то, что отросло, не трогая длину, где была уже химическая завивка. И тогда вы создадите для своего клиента недостающий объем. Это замечательный выход. Это тоже называется персонализация. Персонализация — это вообще целая история. Вообще, чем парикмахер, обычный парикмахер, отличается от стилиста? Простой парикмахер, он не владеет этими знаниями, а стилист, его знания как раз-таки заточены именно на персонализации. Вот в чем разница между обычным парикмахером и стилистом. И, соответственно, вот многие попадают в эти неприятные ситуации, когда приходишь в салон, который называется салоном. На самом деле там работают мастера самого простого разряда. Это никакие не стилисты, а так как это салон, от них хотят получить услугу стилиста. Поэтому еще раз говорю, что персонализация — это уже уровень стилиста, а обычный мастер-парикмахер, он, в принципе, его в пот бросает только от одного понимания, что ему принесли фотографию, и он должен повторить эту стрижку по этой фотографии. Но, опять же, я говорю усредненно. Есть люди, которые таланты от Бога и, в принципе, прекрасно понимают, что вы от него хотите. Так вот,
На затылке у нас определенный триггер есть. Это западающая макушка, где нет объема, достаточного объема. Значит, там его создают именно химической завивкой, либо уже обыгрывают таким образом. Клиенту говорят, что у вас два варианта в этом случае. Первый вариант. Вы не обращаете внимания на то, что там не будет этого объема. Немного стрижка, естественно, будет выглядеть по-другому. Второй вариант. Начес. Еще можно делать начесы в этом месте. И тут вы как бы защищаете сами себя от негативной реакции, которая может последовать. Вот и все. И еще одна длина, которую нужно обсудить со своим мастером, это длина в нижней затылочной зоне, в зоне окантовки. Что там может быть такого необычного? Если стандартная ситуация с шеей, ширина, высота, все там нормально, и, в общем-то, любой вид окантовки тут будет ок. Но если шея имеет вес, как и все остальное тело, ну, может даже строение шеи быть такое, что она неровная, могут быть какие-то складки и так далее, и так далее. То есть какая-то нестандартная ситуация, то тогда мастер уже должен также смотреть на эту нестандартную ситуацию и думать, как это обыграть. Потому что не всегда оголенная шея – это классно. Она вот выглядит на таких моделях замечательно, но в жизни это немножко другая история. Там нужно уже больше думать, что с этим делать. Поэтому вот эти моменты нужно будет обязательно обсуждать. Вот понимаете, я вам наговорила уже столько триггерных точек. То есть, ну нету такого сейчас, что вот я пришла с фотографией, вот сделайте мне это и все, и молчание. Молчание с одной и с другой стороны. То есть уселась, села, пеньюаром накрыла, схватила телефон и сидит, трындит с кем-нибудь там, а мастер сзади тоже на своей волне что-то там думает, смотрит, молча это все делает. Нет, в салоне мастер с клиентом должен разговаривать, между ними должен быть контакт, как минимум контакт. Не вот это все молчание ягнят, мастер все сам знает. Как бы нам ни хотелось расслабиться и ни о чем не думать, все-таки это можно делать только в том случае, если это уже не первый визит к этому мастеру. Если вы уже в нем уверены на 100%, тогда уже можно расслабиться. Но если вы видитесь впервые, то нужно будет обязательно вам вот эти точки обговорить. Длины тут, длины там, длина тут, объем тут, мы укладку делаем или не делаем. И в итоге вы получите уже предсказуемый результат от работы своего мастера. И никто не будет разочарован. Вы будете готовы к тому, что вы не совсем получите тот результат, который вы видите на фотографии, а мастер уже не будет обтекать 10 потами, чтобы добиться все-таки этого результата на плоской макушке. Но справедливости ради надо сказать, не все плоские макушки и затылки безнадега. Тут большую роль будет играть анализ типа волос, как растут волосы, окрашены, не крашены и правильная укладка с этим учетом. Эту тему я уже рассказывала в некоторых видео на канале, а также более подробно раскрыла ее в книге. Но по неопытности мастера боятся об этом, в принципе, вслух сказать своему клиенту, а клиент ожидает этих результатов, и раз мастер ему ничего не говорит, значит, клиент абсолютно уверен, что у него получится то же самое. Все. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.